Здравствуйте, меня зовут Иван Рысь. Я недавно сделал такую анимацию небольшую. За время работы над ней возникло несколько интересных таких задач, пришлось их решить. И я подумал, мало ли кому-то будет интересно, как это все происходило. Сразу побежал в интернет, написал об этом, и ну, не всем, видимо, понравилась моя идея, но вот Кирилл Кириллов, он написал интересно, запили как, пожалуйста. Я подумал, ну раз я предложил, то надо, наверное, сделать. Хотя я даже не знаю, вдруг это не настоящий человек. Вот смотрите, Кирилл Кириллов. Так вообще бывает? Не знаю, может быть бывает. Ну, в общем, если вы смотрите это видео и вы не Кирилл Кириллов, то скажите спасибо Кириллу Кириллову. Теперь об анимации. Хочу еще сразу сказать, я буду делать в микрофон вот так, потому что я дышу. И еще я буду много делать и, ну, еще говорить неправильно английские слова. Если кого-то это раздражает, прошу прощения. Вот. Ну, давайте теперь поговорим немножко об анимации. На самом деле самое простое, наверное, что здесь было. Обычный дамик заанимирован по ключам. Вот видите, 5 ключей есть. К нему привязан цилиндр, на котором лежит два анимированных модификатора Bend и Xform. Вот за счет этого он делает вот так вот. И это просто прекрасно. Ну, мне очень нравится. А вам? Вот здесь у меня подложечка лежит. Это скриншот из видео. Pink Floyd, Time, анимация Иана Эмиса. Не уверен, что правильно сейчас сказал. Очень классно, мне очень нравится. Вот. Собственно, я руководствовался этим скриншотом и анимировал себе вот такой вот бублик. Очень просто потом рендеришь себе превьюшку и, точнее, не рендеришь, а просто делаешь превью и смотришь, как анимация выглядит. Даже в After Effects я накладывал это по слоям друг на друга, чтобы посмотреть, как это все будет, когда их несколько. Вот. Это для быстрой настройки, собственно, общего движения всех этих часов. Потом уже я создал геометрию самих часов. Вот. Тут тоже ничего интересного, все очень просто. Пара стрелок, несколько циферок и еще циферблат. Затем про анимацию стрелок немножко хотелось бы сказать. Они сначала у меня были сделаны отдельными объектами, но потом, когда я начал размножать часы при помощи Particle Flow, размножать часы, когда добавляешь объект в Particle Flow в качестве частицы, все это разлеталось. Поэтому все пришлось объединить в одну геометрию, и стрелки заанимированы при помощи выделения поля Select и Linked Xform привязкой к двум дамикам. Один дамик отвечает за вращение часовой стрелки, один отвечает за вращение минутной стрелки. Дамики связаны между собой при помощи параметр wire. Вращение одного, один вращается быстрее другого в 12 раз. Вот. Ничего сложного, но зато удобно. Можно, скажем, взять вот этот вот дамик, сместить у него keyframe, и стрелки будут вращаться чуть-чуть быстрее, притом это сохранится потом полностью в целиковой анимации. Вот, все, стрелочки также движутся. Все очень здорово. Вот. А затем, как, собственно, часы запускаются вслед за цилиндром. Используется FFD биндинг. Есть вот такой FFD цилиндр. И этот FFD цилиндр привязан скин-рапом к
геометрии цилиндра. Вот, сделано все так сложно, потому что если использовать SkinWrap, сразу привязывать без FFD, то есть геометрию готовых часов к обычному цилиндру, стрелки не будут вращаться, они будут просто следовать за цилиндром. Вот, потому что это, в общем, потому что так все устроено. Поэтому мы, ну, как я уже сказал, я взял FFD, привязал его скинрапом к цилиндру и в него уже запихнул геометрию. Вот. Поэтому все работает так, как работает. Далее нужно было сделать из одних часов несколько часов. И для этого я просто создал pfSource, в котором не происходит практически ничего. Он просто создает частицы, которые никуда не движутся и ничего не делают. А при помощи дата-оператора я просто каждой частице, когда она рождается, задаю позицию и поворот в пространстве такой же, как у часов, чтобы они просто появлялись на том же месте, и я в камере видел то же самое, то есть чтобы они все проходили один и тот же путь. Потом каждая частица берет анимированный объект, вот, и здесь вот галочка стоит, собственно, его материалы, и удаляется через 300 кадров, чтобы просто не засорять память. Почему-то не работает дисплей как Bounding Boxes. Вот. Когда я занимался этим, все было в порядке, и можно было даже крутить таймлайн, но сейчас все безумно тормозит, потому что это размноженные объекты при помощи Particle Flow. Вот. Но это самый простой способ, который я придумал в течение какого-то времени, потому что Max не умеет экспортировать объект-секвенции и, ну, автоматически. То есть есть скрипты, которые это делают. Вот. Ну, в общем, я решил разобраться при помощи Particle Flow, и единственный минус в том, что анимированный объект внутри Particle Flow не рендерится для него Velocity Path. Как это ни странно, можем взглянуть сейчас. Вот я здесь тест небольшой просто собрал. То есть вот у нас объект с анимированным бендом. И рядом с ним pfSource, который просто берет этот объект и все. То есть один. И если нажать на рендер, ну, тут сейчас V-Ray стоит, но это на самом деле не имеет никакого значения. Если мы заглянем в Velocity Path, то мы видим, что у обычного объекта он считает velocity, он показывает, куда и как движутся точки на поверхности объекта. А ничего не видно для вот particle flow. То есть он считает, что стоит на месте все это дело. Вот. Вообще, если задать частице движения, вот, то Velocity Path будет рендериться. Но он учитывает только движение частицы. То есть вот она движется вниз, и он показывает, что она движется вниз. А на то, что она еще изгибается, ему, в принципе, все равно. Вот, но ничего страшного. По крайней мере, в моем случае это не так страшно, потому что движение объектов не такое сильное, я обошелся без Velocity Path. Вот, но мы вернемся к этому чуть позже. Давайте взглянем на инструментик для создания облаков. Он собран в дата-операторе, опять же. Не представляет из себя ничего сложного.
изначально это просто куча точек. Куча точек, которых чуть больше в центре, и еще они снизу плоские. Вот, мы можем менять размер такого облака. Вот, он имеет такую трапециевидную форму. Вот, есть noise, который влияет на все это, чтобы можно было сделать парочку совсем похожих облаков. Влияние нойза по осям можно изменять. Ну и random seed этого нойза. Вот, то есть мы тут что-нибудь накручиваем, что нам нравится. Вот, получаем такое, вроде как облако. И потом создаем вокруг каждого партикла небольшую сферу еще из вторичных частиц. Например, по 60 на каждую я использовал. Вот, и получаем такую болванку для того, чтобы с нее уже эмитить FimFX. Вот, можно опять-таки поменять размер сферы этих, которые генерируются. Вот, например, можно их сделать маленькими совсем. Вот. Ну, в общем, это просто чтобы понять, как это происходит. Вот. Потом запихиваем это дело в FimFX Source. И получаем вот такое облако. Вот. Про настройки облака я могу сказать, посмотрите. Вот есть очень хорошее видео. Я дам на него ссылку где-нибудь обязательно в описании. Здесь рассказано практически все о настройках. То есть надо просто посмотреть, немножко повозиться. Ничего сложного в этом нет. Далее я взял все эти облака и... Да, почему все собирается в отдельной сцене? Ну, то есть я сделал одно облако, сохранил сцену, пересохранил под другим названием, настроил новое облако при помощи инструмента в дата-операторе, поставил на симуляцию, вот, и, собственно, в новую сцену я просто делаю merge контейнера какого-нибудь облака, выбираю облако и переименовываю его как-нибудь. Все, оно подгружается. Вот в моей сцене новое облако, я могу с ним работать и там вращать, делать все, что хочу. Таким образом я расставляю несколько облаков, и очень удобно то, что не нужно париться с настройками конкретно здесь. То есть, если мне нужно пересимулировать какое-то облако, я делаю это в отдельном файле, вот, а потом у меня автоматически кэш сюда подгружается, потому что пути все те же. Вот. Настройка сцены происходит тоже, настройка рендера с одним облаком. То есть выбираем, скажем, все облака, кроме одного, и прячем их. Вот. Есть одно облако, которое очень быстро рендерится. И очень просто менять настройки. Вот. Потом, когда я настроил это облако, я сохраняю настройки как пресет. Ну, то есть можно поменять, скажем,
цвет облака с белого на красный. Вот. И нажимаем рендер. Теперь у нас есть красное облако. Давайте я немножко уменьшу размер, чтобы все было гораздо быстрее. Вот. И сохраняю это в качестве пресета, скажем, раз, два, три. Окей. Вот. И теперь мне нужно все это перенести на все оставшиеся объекты FumeFX. Вот, я выделяю все объекты, открываю скрипт. Скрипт очень простой. Есть имя пресета. Раз, два, три, по-моему, оно. Да. И вот здесь скрипт говорит, для каждого объекта в выделении загрузить из пресета настройки проигрывания, то есть это frame start, end frame, вот, настройки рендера, и подгрузить еще в Illumination Spotlight. Ну, это единственный источник, который я использую. Вот. И, собственно, мы нажимаем выполнить скрипт, и все облака стали красными. Вот, можно даже отрендерить какой-нибудь из них. Вот. Все настройки перенеслись. Можно на самом деле даже сделать так, чтобы не надо было выделять объекты FumeFX. Вот, можно просто, скажем, написать вот, если написать select FFX Cloud, он у нас просто выделит все объекты с названием, которые начинаются с FFX Cloud. Вот, ну а так как они у меня все одинаково названы, все выделяется, и если добавить эту строчку сюда, то все будет происходить автоматически. Вот, но я этого не сделал тогда, потому что мне было проще и удобнее выделять их каждый раз, потому что я же не думал, что мне придется много раз это делать. Вот, но неважно. В общем, да, ну, при подгрузке, соответственно, облачков я просто выделил их всех, применил к ним этот скрипт, и все сработало. Рендерил я это все в несколько этапов, именно поэтому у меня несколько слоев здесь, просто потому что так быстрее, потому что Fume, он считает для всех облаков, скажем, multiple scattering. Его, конечно, можно отключить, но я не уверен насчет того, считает ли он тени одного облака на другом. Вот, поэтому, ну, он просто 5 облаков рендерит гораздо быстрее, чем 25. Вот, поэтому я все сделал, разбил вот на 5 слоев, в одном из которых у меня сейчас почему-то ничего нет, а все спрятано. Вот, ну, по 3, по 4 облака в каждом, и это рендерится довольно быстро. Я не использую V-Ray, никаких приблуд сейчас. Вот, но часы я рендерил V-Ray. Так, ну и теперь, наверное, немножко совсем про пост, если это можно назвать так. Здесь тоже все безумно просто. Начнем с конца. Есть солнце, которое сделано при помощи Optical Flares, как вы можете видеть. Даже целых 2 солнца. Одно сверху, а второе снизу. И, ну, в смысле, под слоями с облаками и часами.
которая, собственно, скрывается за часами во время анимации. Вот. Потом у нас идет объемный свет. Объемный свет делался при помощи отдельного файла, просто отрендеренные часы в сканлайне с абсолютно черным материалом. Я немного изменил источник света, приблизил его, во-первых, к камере, потому что если источник находится очень далеко от камеры и смотрит на камеру, то все, что вы увидите в Volume Light, это просто белое молоко. Поэтому для того, чтобы добиться именно эффекта с лучами, я приблизил источник света, в качестве которого у меня опять-таки Spotlight просто, ну, довольно близко к часам. Итак, источник света, который находится очень близко к часам, абсолютно черный материал применен к ним, и мы получаем вот, не так быстро, конечно, рендерится, как облака, но эффект достигнут, есть часы, из-за них светит солнечный свет. Вот, не будем дожидаться конца, наверное. Ну, хотя, смотрите, какая красота. Вот. С облаками дела обстоят немного иначе, потому что, чтобы отрендерить нормально Volume Light с FumeFX, нужен плагин, по-моему, Scatter MX, Scatter FX, не помню. Вот. У меня не получилось его найти, купить в смысле. Вот, поэтому я использовал такой небольшой трюк. Вот есть просто все отрендеренные облака, вместе взятые. Потом на них наложен Radial Blur с центром примерно там, где находится источник света. И это используется в качестве альфа-маски для просто черного солида. Это все накладывается за часиками, за их volume light. Вот, и получается такая общая маска. Вот, ну и потом, собственно, просто желтый прямоугольник накладывается по этой маске. Вот получается такой эффект, как будто все засвечено. Еще у него на opacity стоит скрипт невероятный. Expression, ладно, это невероятный expression. Вот. Далее у нас идут сами часы. На часах есть Glow и есть RSMB Pro, плагин, который делает Motion Blur. Для него было бы неплохо отрендерить Velocity, но, как я уже сказал, с Velocity ничего не вышло, но он, в принципе, и так неплохо справляется. Единственное, я даже здесь допустил ошибку, по-моему, надо было, наверное, Glow после делать, потому что неправильно он блюрит Glow. Вот это, наверное, надо посмотреть на полном. Да, вот если Glow добавить наверх,
Ну, хотя никакой разницы. Ладно. Вот, ну, часы, облака без motion блюра, потому что они стоят на месте, а камера движется очень медленно. И солнышко и фон. Все. Вот, ну, я очень надеюсь, что вам было интересно. Я, возможно, постараюсь доделать до какого-то вразумительного состояния инструмент для создания облаков, записать по нему что-нибудь более внятное и выложить в сеть, чтобы те, кому понравилось, могли им пользоваться, если вдруг такие есть. Большое вам спасибо и всего доброго.